Не философия, но вера должна управлять разумом, ибо разум, оставленный самому себе, неизбежно впадает в заблуждение. Не позволять книгам, в которых содержатся ложные и опасные мнения, распространяться среди народа, дабы не отравляли они души верных. Всемерно искоренять сочинения, несущие заблуждения, и под страхом вечного проклятия запрещать их чтение. Эти слова не из антиутопии, это реальный документ. Индекс книг, запрещенных к чтению. Список запрещенных книг. 400 лет цензуры, которая вырезала из человеческого сознания все, что делало нас свободными. И именно с этого начался откат цивилизации. Все эти формулировки есть в разных редакциях индекса и декретах Тридентского собора XVI-XVII веков. До прихода жестких религиозных систем у людей было больше вариантов жить. В Ликии, у скифов, в Микенах женщины были не вторым полом, а частью управления и священных практик. Города строили там, где было удобно и правильно по энергии. На плато, у морей, возле источников. Каменные улицы, театры даже в малых городах показывают. Это была культура собрания, науки и открытого спора. Мысль была свободной. Философ учил не верить ему на слово, а проверять. Посвящение в мистериях не ломало тело, а давало опыт. Не рай, не идеал, но пространство, где существовало много путей. И именно эта вариативность позже была названа опасной свободой. Все, что не утверждено Святым Престолом, должно быть отвергнуто и предано огню. Индекс запрещенных книг просуществовал более 400 лет, вырезая все, что делало человека свободным. Под запрет попадало все, что учило сомневаться, видеть бесконечный космос, обращаться к источнику напрямую или смеяться над властью. Мысли о том, что истина рождается в опыте, что Вселенная не имеет границ, что Бог живет внутри человека, объявлялись смертельной опасностью. Запрещали не книги, запрещали крылья цивилизации. Индекс запрещенных книг появился в середине XVI столетия и просуществовал больше 400 лет. Все это время он решал, что человек имеет право знать, а что должно исчезнуть навсегда. Что туда попадало? Мыслители, которые учили сомневаться. Декарт со своим «я мыслю, следовательно, я существую», Монтень с правом человека на сомнение. Даже Эразм Роттердамский, гуманист, который предлагал искать Бога в сердце, а не в обрядах. Ученые, которые разрушали картину мира. Коперник и его гелиоцентризм, Галилей со своими диалогами, Бруно с бесконечностью миров. Одних книг запрещали, других сжигали. Тайные знания. Алхимия, герметизм, гностицизм – все, что давало человеку прямой доступ к источнику силы без посредников. Литература свободы. Данте и его «Божественная комедия», Рабле с его сатирой. Даже смех считался угрозой порядку. Суть проста. Вырезали все, что учило думать, видеть бесконечный мир, доверять внутреннему опыту и разрушать страх. Да не дерзнет никто читать или хранить эти книги, если не желает навлечь на себя вечное проклятие. Мы видим античные руины и задаем вопрос: где следующее звено? Где города, науки, свобода мысли после античности? На поверхности нам отвечают: строили из дерева, не сохранилось. Но глубже причина другая. Настоящий провал случился не в камне, а в сознании. Именно с приходом церкви начался откат. Церковь предложила новую логику. Тело – грязное, желание – опасное. Женщина – источник греха, а не равная часть общества. Знание – не опыт и эксперимент,
а только то, что вписано в догму. Вместо театров и форумов появились кафедры и амвоны. Вместо споров философов – проповедь священника. Вместо множества путей – один правильный. И индекс запрещенных книг стал символом этого слома. Это не просто список, это документированная попытка остановить развитие сознания. Мысль, которая могла вывести человека за пределы страха, объявлялась ересью, а человек, который осмеливался думать иначе, оказывался либо на костре, либо в тени запрета. Вот почему кажется, что между античностью и новым временем зияет пустота. На самом деле там кипела жизнь, но большая ее часть была заглушена. Это не отсутствие камня, это цензура свободы. Истребить книги значит истребить память, а с ней и корень всякого заблуждения. Мы идем по Анатолии, по Ликийской тропе, и руины встречают нас на каждом шагу. Театры, амфитеатры, каменные улицы, цистерны для воды. Это не следы маленьких поселений дикарей. Это были города, жившие на высоком уровне организации. Но, как нам рассказывает официальная история, племена, варвары, небольшие колонии. Как будто все величие этих построек – случайность. Как будто люди, создавшие каменные города, были менее развиты, чем мы с нашими пластиковыми коробками. И вот здесь мы видим вторую форму цензуры. Если в индексе запрещенных книг стирали мысль, то в истории стерли целые цивилизации. Нам рассказывают упрощенную схему. Дикари – античность. Провал – возрождение. Но когда мы видим руины собственными глазами, в нас поднимается внутреннее несогласие. Камень говорит сам за себя. Здесь был город, здесь была культура, здесь была жизнь. И тогда возникает главный вопрос – кто и зачем переписал этот нарратив? Почему мы выросли с убеждением, что человек – это слабое существо, только недавно вышедшее из тьмы? Возможно, потому что так проще управлять. Если ты не знаешь, что твои предки жили свободнее и смелее, ты примешь клетку за норму. Таким образом, руины вокруг нас – это зеркала, в которых мы видим не только древность, но и ложь о нашем прошлом. Это следы того, что история подверглась такой же цензуре, как и книги. Запрещается любая мысль, не согласная с учением церкви, ибо мысль есть начало дела. Мы идем по горам, видим руины, и первый вопрос – почему они строили здесь, так высоко, где тяжело жить, таскать воду, подниматься каждый день? Для нас это кажется почти невозможным. Но, может быть, это мы изменились. Может быть, дело не в том, что они слишком мучились, а в том, что мы разучились жить в собственном теле. В древности тело и дух были не разделены. Человек жил в природных ритмах, дышал горным воздухом, двигался каждый день, не сидел в кресле по 8 часов. Для него не было странным пройти десятки километров или подняться на плато. Сегодня же мы гордимся технологиями, но почти потеряли элементарные способности. Мы перестали чувствовать пространство и друг друга. Мысль о том, чтобы читать чувства, воспринимается как фантастика, хотя для древних это было частью быта – видеть по лицу, по телу, по дыханию, что думает и чувствует собеседник. Мы разучились слышать даже самих себя, а уж тем более поле вокруг. Вот в этом и состоит главная потеря. Нам говорят, они были примитивны, мы развиты. Но кто здесь действительно сильнее и свободнее? Те, кто умели строить города на склонах и жить в гармонии с телом и пространством, или мы, кто рассуждает о полетах на Марс, но не может прожить день без аптечки и кондиционера? Руины вокруг нас – это не только напоминание о переписанной истории. Это зеркало, в котором видно, цивилизация перестала расти изнутри. Мы накопили технологии, но потеряли основы – тело, чувствование, общение, доверие к себе.
Если мы не можем разобраться в себе, то любые победы цивилизации – иллюзия. Потому что настоящий прогресс измеряется не машинами, а глубиной человека.